Путин приказал остановить удары, объявлено перемирие. Украинские военные ответили Кремлю. Удар с севера. Лукашенко выбрал цель для атаки. Войска Беларуси у российских границ. Москва идет в суд. МИД обратился к странам Балтии. Угроза ввода войск реальна? В Кремле проговорились. Помощник Путина внезапно озвучил правду. Отражение нападения со стороны РФ. 180 тысяч мобилизованных. Страна НАТО готовится к бою. Об этих и других событиях к утру понедельника 1 июня. Главное событие дня коротко и по делу. Это «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Диктатор угрожает ядерной катастрофой, и в этот раз речь не о Путине. Атомным шантажом занялся его коллега Александр Лукашенко. Путинский пропагандист Павел Зарубин попросил самопровозглашенного президента Беларуси прокомментировать недавнее предупреждение командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Мадьяра Броуди. Отвечая, диктатор уверенным не выглядел и, как обычно, заметно трясся. Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Похоже, Лукашенко очень прозрачно намекает на удар по Чернобыльской атомной станции, то есть персонаж, которого Трамп недавно позвал в Совет мира, вот так просто готов устроить катастрофу, последствия которой затронут не только Украину. Очень хочется, чтобы на эту оговорку кровавого тирана обратили внимание те, кто спустя 32 года его правления все еще надеются оттащить его от союза с Путиным. Ну и интересно, в курсе ли сам хозяин Кремля, который мечтает дожить до 150 лет, что его вассал готов к действиям, из-за которых радиация может накрыть и несколько областей России. Операции украинских защитников вышли на новый уровень. Пока россияне несут огромные потери в попытке взять очередные пару квадратных километров новых территорий, ВСУ вернулись туда, где оккупанты давно чувствовали себя как дома, пока с помощью дронов. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка теперь находятся под контролем БПЛА 3-го армейского корпуса. В 3-м корпусе заявляют, что наносят удары по объектам на глубине более 200 километров, вплоть до района пункта пропуска Изварина у российской границы. Под удар, как утверждается, попали склады боеприпасов, техника и другие элементы военной логистики. Командир корпуса Андрей Белецкий заявил, что операция стала ответом на заявление Кремля о якобы полном контроле над Луганской областью. Главная цель – сделать российские маршруты снабжения максимально уязвимыми и осложнить переброску техники и боеприпасов. Слава Украине! Пока Лукашенко занялся ядерным шантажом, у Путина случился приступ. И не какой-нибудь, а приступ миролюбия. Об этом рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Оказалось, что хозяин Кремля на выходных не стрелял по Киеву, так как объявил перемирие. Правда, Москва сообщила об этом только Уиткофу, чтобы тот передал Трампу. А вот Киев и СМИ проинформировать забыли. Во всяком случае, об этом не было известно до того, как об этом соизволил рассказать Ушаков. Путин предложил однодневное перемирие на Троицу, в течение которого он отказался отдавать приказ о массированном ракетном ударе. Верите в это? Тем временем Украина получила крайне важную помощь из Германии. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский. Речь идет о пусковой установке зенитно-ракетного комплекса «Айрис-Т». Президент напомнил, что только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине почти 2300 ударных беспилотников, более 1500 управляемых авиабомб и свыше 100 ракет различных типов. На этом фоне усиление противовоздушной обороны остается одной из главных задач Киева. Зеленский подчеркнул, что Украине нужны не только новые системы ПВО, но и постоянные поставки ракет к ним. Именно от наличия боекомплекта сегодня зависит способность отражать все более массированные воздушные атаки. Айрис-Т считается одной из самых эффективных систем ПВО, которые западные союзники передали Украине. И каждая новая установка становится еще одним аргументом в борьбе за украинское небо.
Москва угрожает странам Балтии. На удивление, в этот раз не ракетами, а международным судом. Об этом говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. Предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож. Системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма. Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов, едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. Захарова выразила надежду, что разбирательство в суде ООН начнется еще до конца текущего года. Все это на фоне принятия закона, позволяющего Путину вводить войска в случае преследования русских за рубежом. Ищут повод для вторжения? Как думаете? В Кремле хотят вернуть один из самых спорных символов советской эпохи. Об этом в колонке для немецкого «Шпигеля» написал российский журналист Михаил Зыгарь. Лубянская площадь в центре Москвы недолго будет напоминать Прованс. По информации моих источников, политическое решение принято. Дзержинский вернется на место. Официального подтверждения пока нет, однако в последние годы имя основателя советской ВЧК все чаще возвращается в российское публичное пространство. Недавно Владимир Путин вернул имя Дзержинского Академии ФСБ, а ранее его имя снова получила дивизия Росгвардии. В Москве уже появился и новый памятник Железному Феликсу возле штаб-квартиры службы внешней разведки. Фигура Дзержинского остается одной из самых противоречивых в российской истории. Уроженец Беларуси, считавший себя полякам, создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию, за 100 лет сменившую много вывесок: НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. А по сути, это самая кровавая политическая полиция в истории человечества, которая до сих пор угрожает всему цивилизованному миру. Феликс повесился, ребята! Памятник ее основателю на Лубянке простоял более 30 лет и был демонтирован после провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Его возвращение сегодня выглядело бы весьма символичным сигналом о том, на какие исторические традиции все больше опирается современная российская власть. Европа все активнее готовится к возможной большой войне. По пути масштабного расширения армии идет и Дания. При 6 миллионах населения страна рассчитывает создать мобилизационный резерв численностью до 180 тысяч человек. В течение ближайших лет планируется довести число призывников сначала до 6,5 тысяч, а к 2035 году удвоить эту цифру. С этого года в армию начали призывать и женщин. После службы резервистов будут регулярно вызывать на краткосрочные сборы, чтобы поддерживать боеготовность. По сути, Копенгаген возвращается к модели времен Холодной войны, когда страны НАТО готовились к возможному нападению СССР. Через 9 лет датская армия будет насчитывать 40 тысяч человек с возможностью в случае необходимости быстро мобилизовать еще 140 тысяч. Вы будете смеяться, но это опять случилось. В Чечне снова наградили Адама Кадырова. На этот раз 18-летний сын главы республики получил медаль за вклад в проведение специальной военной операции. Первую награду этот самородок получил еще в 2023 году после избиения беззащитного заключенного в СИЗО Грозного. Вскоре после этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, а затем целую коллекцию орденов и медалей из разных регионов России и от разных ведомств. За последние 2 года список наград этого нового Леонида Ильича вырос настолько, что их трудно перечислить в одном коротком сообщении. В Беларуси снова ищут диверсантов. В Витебской области начались командно-штабные учения с участием территориальных войск, милиции и так называемого народного ополчения. В связи с непростой обстановкой на сегодняшний день по внешнему контуру слаженность именно данного направления войск, оно должно быть отработано на автомате. Маневры проходят в Лепельском и Чашницком районах. По версии Минобороны, военные отрабатывают действия против диверсионных групп и защиту важных объектов. Подобные учения в Беларуси проходят регулярно, правда, в этот раз гораздо ближе к границе России, чем Литвы, Латвии или тем более Украины. Совпадение? Или про визит вагнеровцев в 2020
2020 году Лукашенко тоже не забывает. Как думаете? Правда, хоть российские, хоть натовские диверсанты в случае столкновения с этими ополченцами синепалого диктатора умрут без единого выстрела, просто лопнув от смеха. Известный голос Москвы Василий Небензя может потерять свою работу. Нет-нет, Лавров пока не собирается его увольнять. Дела плохи у организации, трибуной которой Небензя злоупотребляет. ООН рискует столкнуться с крупнейшим финансовым кризисом за многие годы. Организация предупреждает, что уже к середине августа может остаться без денег из-за многомиллиардных долгов своих крупнейших спонсоров – США и Китая. Последствия кризиса уже заметны. ООН сокращает персонал, закрывает офисы, урезает расходы на миротворческие миссии и задерживает выплаты странам, чьи военные участвуют в операциях «Голубых касок». По данным The Wall Street Journal, Вашингтон задолжал более 4 миллиардов долларов, а Пекин – около 455 миллионов. Вместе эти две страны обеспечивают более 40% базового бюджета организации. При этом США требуют масштабных реформ и сокращения расходов. Одну страну-агрессора с ее Небензей из Совета Безопасности бы выкинуть. Все, теперь украинским дронам в России не сдобровать. Страна-агрессор решила пойти на крайние меры. Тут впервые создали Министерство защиты от БПЛА. Речь пока не о федеральном, а о региональном органе. Пионером станет Нижегородская область. Официальное название новой структуры – Министерство защиты объектов. Его главной задачей станет так называемая защита неба и охрана энергетической и коммунальной инфраструктуры, которая все чаще оказывается под угрозой ударов дронов. Любимый пропагандист Путина, который сопровождает его везде и всюду, невольно раскрыл, как работает кремлевская пропаганда, а заодно и то, как работает путинская свита. Павел Зарубин спросил у советника диктатора Юрия Ушакова, как тот выдерживает многочасовые заседания и совещания. И тут прозвучало неожиданное. Я иногда, что называется, могу позволить себе отключить мозг, а вы не можете. Почему тоже могу? Он вообще никогда не работает. Чего его включать даже? Не надо. Как думаете, когда Зарубин загружал это видео в свой телеграм-канал, у него мозг был включен? Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.